По району, я гоняю по району. Я люблю по району в дождь. Коэффициенты большие, поездки короткие, блядь, все шикарно. Так. День добрый. Да. А у вас, смотрю, две точки, да? Нарская и обратно. Нет, туда и обратно, да. Обратно. До галереи, вот 812 год. Хорошо. Сможете пристегнуться? Да. Постараюсь. Получилось? Нет? Вот так я прикрылся по нему. Просто не могу там ручку найти. Давайте я помогу. Угу. Все? Да, спасибо. Я там на минутку в Макдак забегу. Хорошо. Вот напротив, да? Остановиться на парковочке здесь, да? Подожди, да, нормально да. будет? Вполне. Я вторым рядом встану, как бы. Угу. Поэтому не сильно долго, хорошо? Да, хорошо. Угу. Все, жду. Что-то у меня машинка хоть и новая, хоть и типа джип, но что-то амортизаторы у меня чуть-чуть покосились вправо. Друзья мои, всем привет! Меня часто спрашивают постоянно в комментариях, в личных сообщениях: Женек, как тебе удается быть таким бодрым и свежим весь трудовой день? Сегодня открою вам секрет. Я хочу вам представить ту вещь, которую пользуюсь сам. Это энергетические таблетки Now. Это супер-супер вещь. Все, что вам нужно, это вот эта таблетка и водичка, чтобы ее запить. Очень компактный размер. Она может поместиться в любом кармане, бардачке, сумочке, в любом месте. Много места она не занимает. У нее натуральный состав. Она не содержит сахар. Для меня, например, как для спортсмена, это очень важно. Заряжает энергией до 8 часов. Снижает усталость. Улучшает концентрацию внимания. Придает бодрость. Увеличивает работоспособность. Максимальный заряд энергии в течение часа. Все, что вам нужно, как я уже сказал, таблетка и водичка. Итак, если ты хочешь быть работоспособным, таким же, как и я, вперед, переходи по ссылке в описании, заказывай, и прибудет с тобой бодрость, работоспособность и удача. Пока! В Макдак он пошел. Интересно, у меня есть здесь не собирается? Надеюсь, что не. Но если туда-обратно, наверное, все-таки нет. Наверное, все-таки домой покупать. Хотя мне кажется, что ему все-таки может быть не Макдональдс, что-нибудь другое. Ну да ладно. Кто я такой, в конце концов, чтобы осуждать людей? Думаю, жене купить нормально видно. Боди и чокер. Как считаете, оценит? Пишите, вообще интересно, много у нас любителей вот такой истории? Напишите. Я не знаю, как видно, отсвечивает, нет? Напишите. Потому что я... Не, давайте вы напишите. Что-то у чувака минутка затянулась. Сглазил я, судя по всему. Когда сказал, что поездки короткие и денежные. Да не, ну по бабкам-то нормально. Что-то коротышом, а он идет. Блин, классная тачка на самом деле. Кто будет писать, как чего Соренто этот новый, бля, чуваки. Если есть возможность, берите, охуенно.
закрывают от хулиганов. Надо будет пристегнуться опять. Давайте еще раз проделаем. То же самое. Надо чуть-чуть вам выдохнуть. Оп, все, нормально. Так, еще обратно едем? Да, обратно. Вы не против, я поем у вас? Ну, вообще, я как раз хотел вам сказать, что я, не разрешаю в машине есть, потому что это... Видите, проблема такая, меня жена заела. Вообще не дает покоя. Что жена вас? Заела. Говорит, жирный я слишком стал, да. Кормит меня всяким силосом, капуста, там, салаты. Вот это все для животных. И меня заставляет бегать каждый день, даже сегодня выходные. У меня вот единственный шанс, пока я езжу туда-обратно до бургера. Это вы вместо пробежки, что ли? Да, вместо пробежки, да. Ну а что делать? Жена просто готова из дома выгнать. Это, не знаю, что ей делать, да. Прям разводом угрожать, я бы сказал. Блин. Так что у меня прям критическое состояние. Если ничего, кроме салата из огурцов, не ел. Блин. Ну ладно. Ешьте. Хорошо. Спасибо большое. Потому что, что я могу... вас не забуду. Да? Да. Прямо... скажем так, из солидарности мужской и из понимания, так скажем. Я надеюсь, таких проблем нет у родственников. Нет, у меня таких проблем нету. Более того, я могу сказать, что я одно время работал тренером, сам мастером спорта являюсь, то есть близок очень к спорту. А по какому спорту? По пауэрлифтингу. Вот, силовое троеборье, но суть даже не в этом. Проработав и прочувствовав индустрию спортивную, я вам могу сказать, что это касается не только даже спорта, но он просто больше практики у каждого человека именно в коррекции веса, да, либо там внешняя, есть два вида мотивации, внутренняя и внешняя. Что такое внутренняя мотивация? Когда вы сидите и говорите, я прошу прощения за выражение, я говно. Вот я плохо выгляжу, я говно. Жиробас. Пускай так, я жиробас, мне надо похудеть. Я реально понимаю это, я жирный, все. Вы плачете, там, молитесь, не знаю что, убиваетесь, делаете. А есть, то есть вы понимаете, зачем это вам нужно. А есть внешняя мотивация, это как раз ваша жена, которая стоит со скалкой над головой и бьет вам по голове и говорит: жиробас, жиробас. Иди бегай, Макдональдс фу. Бургер Кинг говно. Давай, руки в ноги, побежал. Вот это внешняя мотивация. И она тоже работает, но очень слабо. Гораздо слабее, чем внутренняя мотивация. Хорошо, когда есть и внешняя, и внутренняя мотивация. Какой у них симбиоз? Ваша внутренняя ситуация: я жирный, мне нужно избавиться от лишнего веса. А внешняя мотивация — это поддержка. Когда вам говорят: ты делаешь все правильно, ты видишь свои, не унижают вас там, ты жирный, скалкой, то есть без этого. То есть видят, значит, ваше стремление, поддерживают вас, говорят: ты молодец, ты все правильно делаешь, на правильном пути. Вот эти два вида мотивации, когда они вместе, они дают самый хороший результат. Вот. И либо внутренняя мотивация. Но внешняя, она абсолютно слабая, и она вызывает, видите, что она у вас вызывает? У вас она вызывает пути решения проблемы, а не, скажем так, не решает эту проблему, да? То есть вы просто берете такси, вместо пробежки едете в Макдональдс, опять едите, да? Вот, и, соответственно, обманываете жену. То есть вы просто... Знаете, за время поста 2,5 килограмма скинул. 2,5 килограмма? А сколько весите? 151 весил, сейчас 149. Простите, но это тоже хороший результат. Очень много. Для меня нормальный вес килограмм, наверное, 110. Такой человеческий. Прекрасно. Недавно весы просто купил, не знал несколько лет, сколько вес. А у меня все весы, которые были, они до 120 килограмм. А сейчас продаются электронные. Вот как раз 150 были и 180. О, и я думаю, да, на всякий случай взял 180 и не прогадал. Сразу на килограмм больше получилось. Сейчас весы такие навороченные, там показывают количество мышц. Там, это умные весы называются, да? Да, стоит недорого. Так что, в принципе, потихоньку борюсь я.
Потихоньку только, очень потихоньку, я бы сейчас сказал. после поста развязался да? с мясом, да. Я просто устал постоянно капуста, огурцы. Простите. Да ничего. Я понял. Понимаю. Я понял. Это все понятно. Ну, что я могу сказать? Успехов вам в вашей борьбе, да? Да. Успехов вам в вашей борьбе. И, соответственно, мы приехали. Вам, да. А вы ничего, жена не увидит с пакетами? Я сейчас тихонечко за углом доем. А потом, типа, я выбегаю такой запыхавшийся. Потеет быстро, сердце грузится. Надо худеть. Ну, надо худеть, да, я согласен. Ладно, что я могу сказать? Да, удачи вам. Да, вам тоже удачи на дорогах. Спасибо. Прикольный способ борьбы у чувака. Напоминает до более известную фразу «Пьянству бой, так выпьем перед боем». Блин, не, ну и жалко мужика, конечно, да? И жалко, а с другой стороны, ну, как я уже сказал, да, я же не зря сказал, внутренняя мотивация должна быть для всего. Если вы мало зарабатываете, жена стоит с пистолетом у вас и говорит: тварь, устройся на вторую работу, это сработает гораздо хуже, нежели вы поймете, что вам необходимо что-то большее сами для себя. Вот. И то же самое, когда у вас жена, например, да, там в 30-35 лет выглядит на 50, вот, и вы ей там, ну, пытаетесь как-то объяснить, что нужно что-то с этим делать, вот, а ей кажется, что в принципе и так нормально. Пока не появится внутренняя мотивация, вы ничего не сделаете, даже если устроите душ Шарко из 5000-ных купюр. Она просто их проест, пропьет или купит себе какие-нибудь немодные шмотки. Ладно, пишите, у кого есть такие друзья. Или, может, вы сами такой, что ваш друг шаверма и гамбосы. Всегда можно найти время для того, что действительно нужно. Вот все спрашивают, как ты, блин, и в такси ездишь, и еще в зал ходишь. Ну вот так, друзья мои, надо находить время, что-то делать с этим. Я уже говорил про график. Я работаю с утра до обеда, и потом перерыв делаю, и, соответственно, с часов с 5 уже до самочувствия. Вот эту дырку я как раз и хожу заниматься. Целую ручки, всем поста, ни хвоста, ни жезла и так далее. Пока-пока.